Капли креацина, вторая серия. Главный офис корпорации JBC, неподалеку от звезды Толимы. Галерис Джетсу ведут тяжелые переговоры с топ-менеджерами корпорации. Используя разработанную вами звездную студию, без названия продемонстрирует ее преимущества всей галактике. Сегодня он показывает атмосферную мистерию монарху планеты Мальгаут. Но без названия погиб. Вся вселенная скорбит об этом. Зачем мертвому художнику самая современная студия по созданию звезд? Без названия воскреснет в небе над Мальгаутом, и вся вселенная восторжествует и убедится в могуществе ваших технологий. Мы дадим вам звездную студию совершенно бесплатно, но каждая работа, созданная с ее помощью, должна включать в себя логотип JBC, и логотип должен быть не менее 80% от размера всего произведения. Прекрасно. Без названия обожает работать с крупными логотипами крупных корпораций. Топ-менеджеры JBC успокоили Джетсу: мы всегда рады сотрудничать с художниками. И не беспокойтесь, даже если без названия случайно забудет сделать наш логотип, звездная студия сама взорвется и превратится в сияющий, плазменный логотип JBC. Усилитель мощности, интеллект, контроль плазмы. Лучшего инструмента, чем эта звездная студия, не существует. Обошлась, конечно, очень дорого, но твой гонорар за работу на Мальгауте покроет наши расходы. Да, Джетсу, вы оба молодцы. Ради таких возможностей стоит воскреснуть. И еще один важный момент. JBC просили украсить твою работу их логотипом. Нет, Джетсу, прекратите. Я художник, а не рекламное агентство, и монарх Мальгаута не поймет, почему за его деньги мы показываем его народу чужой логотип. Джетсу телепортируется в Комитет креациновой безопасности планеты Мальгаут, чтобы обсудить атмосферную мистерию и воскрешение без названия. Ты художник, вот и подумай, пока есть время, как логотип сделать искусством. В ККБ Джетсу сообщили, что условия изменились. Без названия должен сделать еще одну очень скучную и тоскливую выставку о политике. Тогда чистый креацин, полученный зрителями во время просмотра мистерия, нейтрализуется, и народ Мальгаута не сможет мечтать о политических изменениях в государстве. А в студию без названия переместилась принцесса планеты Мальгаут. Вы – мой единственный шанс. Если король не выберет меня в жены сегодня, то меня умертвит. Могли бы вы распылить во время мистерия мои феромоны? Да, я постараюсь помочь вам, но работать с феромонами очень сложно. Может быть, просто написать ваше имя на все небо? Мы, жители Мальгаута, не видим буквы и письменности, поэтому нас нет. Только феромоны могут помочь остаться в живых и стать королевой. Хорошо, ваше высочество, я сделаю все, что в моих силах. На пресс-конференции Джетсу объявили, что без названия воскреснет сегодня, во время мистерия. Без названия не погиб, а сохранился в буфере обмена при телепортации. И сегодня в небе над Мальгаутом он распакуется, и в честь его воскрешения откроется выставка «Скука и политика». Тем временем еще одна принцесса обратилась к без названия с просьбой: если король не выберет меня, то меня убьют. Помогите, пожалуйста, мне спастись. Феромоны мои, если их распылить в воздухе. Что там у вас на Мальгауте вообще происходит? Да, я помогу вам. Звездная студия тоже решила напомнить о себе, и логотип должен быть не меньше 80% от размера работы. Взрываться совсем не хочется. Я еще так молода. Почему всех вокруг нужно спасать? Без названия призадумался, будто они не видят, логотип не заметит. Звездную студию спасем.
Но как быть с принцессами, не могу же я выбирать, кого из них спасти? Без названия жестко обозначил Джетсу свою позицию. Скучную выставку сделайте сами. Я занимаюсь только мистерией в атмосфере. Поработайте с текстами, местные жители очень любят слова и буквы, особенно про политику. В главном государственном выставочном зале был уже приготовлен материал для работы над выставкой «Скука и политика». Самый твердый камень, который только можно было найти на Мальгауте. Джетсу принялись за работу. Пусть восторжествует справедливость, в единстве, сила, что за дурацкие лозунги, даже камень жалко на них переводить. Полчаса осталось до открытия. Работай давай. За несколько часов упорного труда, без единой капли креацина, Джетсу удалось наполнить государственный выставочный зал самыми скучными политическими лозунгами, высеченными из самого твердого камня на планете. Жители планеты Мальгаут не могут видеть буквы. Зрители, как ни старались, ничего не могли разглядеть. Тяжелый труд Джетсу пропал даром. Выставка получилась не просто скучная, а совершенно отсутствующая. Сотрудники ККБ остались в недоумении. Очень похоже на растрату государственного гранта на антигосударственную деятельность и хищение камней в особо крупных размерах. Но хорошей эту выставку точно не назовешь. Достаточно ли она скучная? В небе над Мальгаутом начиналась атмосферная мистерия. Обе принцессы в ложе короля с трепетом и решимостью готовились встретить свою судьбу. Праздничные толпы ликуют, глядя на невероятное шоу в атмосфере планеты. Никогда жители Мальгаута не видели такого великолепного зрелища и не получали столько чистого креацина. Без названия распылил над планетой феромоны обеих принцесс. И феромоны сработали. Принцессы обратили внимание друг на друга. Только сейчас заметила, как ты прекрасна. А я всегда знала, что ты божественна. Наполнив атмосферу Мальгаута логотипами Джебиси и феромонами принцесс, без названия на несколько секунд задумался, стоит ли воскресать, стоит ли возвращаться в этот мир, жадно требующий от него все больше и больше креацина. Рядом с Джетсу раздался звонок. Это Рехвних, куратор Гортицианской биеннале. Видел выставку «Скука и политика», это шедевр. Приглашаю без названия участвовать в биеннале. Простите, он пока не воскрес. Перезвоним, через несколько минут. Принцессы быстро поняли, что народ Мальгаута их теперь очень любит. Посовещавшись, они решили, что престарелый король совершенно не нужен. В апогее мистерия в небе над Мальгаутом появился сияющий без названия. Он медленно парил в волнах креацина и феромонов. Без названия официально воскрес. Куратор Рехвних, это Джесту, без названия воскрес и готов участвовать в биеннале. Очень рад сотрудничеству. Открывается биеннале завтра. Жду вас на заоблачной Гортиции. Получив корону Мальгаута, принцессы первым указом запретили креацин и любые проявления искусства на своей планете, кроме литературы.